Вітаю усіх закоханих у рослини у своєму садочку. Уже ноябрьском. Я уезжала на несколько дней, и когда приехала, тут уже настоящая осень. Смотрите, лиственница какая стала, прямо вся золотая. Ну а я сегодня расскажу вам про барбарисы. Буду за кадром, потому что меня уносит ветром. Буду рассказывать, показывать. Немножко сняла еще в октябре, какие барбарисы были красивые. И расскажу про каждый сорт немножко, какой у меня в саду есть, характеристики и как они мне нравятся или не нравятся. Будет интересно. Возьмите себе на заметку что-то особенное из растений. Барбарис Golden Ring. Надо сразу сказать, что когда я покупала барбарисы, я не ожидала, что они такие огромные могут вырасти. Покупаешь малюсенький кустик, высаживаешь, ждешь красивого цвета листвы, а вырастает монстр огромный. У меня этого сорта Golden Ring 6 барбарисов. Вот этот посажен на солнце, освещается со всех сторон. И поэтому цвет листвы меняет раньше всех на пурпурно-малиновый, даже с красным оттенком. Остальные 5 кустиков растут по разным местам. Вдоль забора, вот тут букетной посадкой вместе с барбарисом Наташа посажены 4 куста. И один, самый первый, который мне понравился, растет возле лавочки, возле штамба Skyfall. Мы его часто видим летом. От места посадки зависит и цвет листвы. Узнаваемая у него кайма по листу. Вначале она зеленая, когда только молодой прирост, потом более желтая становится. И в конце сезона, как меняет лист, она почти сливается. Видите, но немножко видна. Это отличительный признак барбариса Golden Ring. Скажу сразу, что куст большой, может достичь 3 метров. Я его сдерживаю формировкой, обрезаю нижние ветви, связываю и такой импровизированный зонт. Поддается формировке, но сложновато. Большой куст растет. Учтите это, если выберете такой сорт. Ну и рядом с ним, впереди немножко, вдоль дорожки с 2 сторон, у меня растут колонновидные барбарисы Мария. Назван сорт в честь жены основателя фирмы, этой селекционера Марии. Жену звали Мария, поэтому такое получил он название. Сорт очень популярный, очень узнаваемый, цветом листвы, и даже получил бронзовую медаль в 2005 году на конкурсе, где были представлены новинки в Голландии. Этот сорт колонновидный, но растет относительно медленно. У меня посажено 2 вот таких кустика с разницей в 1,5 года. Вот этот позже был посажен, первым высажен более вот этот взрослый куст. Надо сказать, что очень красив весной и в начале лета, когда появляются молодые ярко-салатово-лимонные приросты. Он иногда попадает в кадр, но где-то я потеряла основные видео. Вот такой лимонный цвет листвы, красивый, яркий. Я тут пионы снимала, и он попал немножко в кадр. Золотисто-желтые и такая немножко, когда только он набирает цвет, по краю окантовка листика. Осенью он, как и многие барбарисы, меняет окраску, играют краски красным,
оранжевым, желтым постепенно. Но мне он больше нравится почему-то летом, в начале лета, когда он такого лимонного цвета. Высота его до 1,20 м, 1,5 метра. Надеюсь, что я дождусь. Как и все колонновидные барбарисы, их надо направлять колонной, то есть немного формировать вверх, обрезая боковые ветки. Как я формирую колонновидные барбарисы, у меня есть видео, можно посмотреть. За сезон где-то до 8-10 сантиметров он дает приросты. Ну и имеет ягодки, которые потом очень красиво держатся на кустике, украшают его и зимой не опадают. Дает поросль из этих ягодок, может вырасти растения, но не все саженцы молодые будут повторять сорт родительского куста. Учтите, это может сюрприз быть. Рядом растет его друг, скажем так, колонновидный барбарис Hellman Pillar. Этот барбарис более рослый. Они у меня растут, эти кусты первые посажены возле рододендронов вдоль дома, я покажу. А сюда вот этот был пересажен, один кустик. И надо сказать, что целый год, целый сезон у меня получился потерян, потому что он как-то плохо перенес пересадку. Я их тоже формирую, вырезаю боковые ветви, слабые, кривые, и направляю строго вверх. Связала кембриком, чтобы он одревесневели центральные ветви, и он держал форму. И вот как раз пример, что я отсадила поросль. И она оказалась, мне кажется, даже сильнее материнского куста. Очень быстро пошел в рост. 2 кустика тут растут, я вам показывала. И набирает форму и цвет листвы из-за того, что прямо на солнце ходит солнышко вокруг него. Вот такая бордовая, красивая, нравится. И в этом месте, как оказалось, ему лучше, чем там возле рододендронов. Как ни, к сожалению, об этом говорить. У него тоже ягодки, из которых, вот, собственно говоря, и появились вот эти молодые кустики. И растет из всех колонновидных барбарисов он быстрее всех. Вверх колонна набирается. У меня еще есть другие барбарисы, есть чем сравнить. Вот тут, видите, эти кусты у меня, к сожалению, развалились. Я не придавала значения их формировке в первые года. Садовод я начинающий, и сейчас очень сложно восстановить их форму. Я работаю над этим. Думаю, все получится. Но их надо на солнышке сажать, чтобы красивые были. Этот сорт просто красавчик. Обратите на него внимание. И следующий не менее красивый сорт Наташа. Это немножко пестролистный, или даже множко, я бы сказала. Растет между Golden Ring, на таком контрасте. Букетная посадка 2 Golden Ring, и между ними барбарис Наташа. Шаровидная форма кустарника, видите, он ниже. Будет где-то 1 метр на метр, но оно и видно, что ниже и более раскидистый, более квадратная форма куста. Я его тоже формирую обрезкой, нижние ветви вырезаю и немножко приподнимаю, иначе он всю землю вокруг закроет таким шаром. Очень красив сейчас. И весной, когда молодые приросты розово-белые. Такая красота. Вот именно весной он прям самый красивый зацветает, распускает листву свою. А осенью у него листва играет всеми оттенками розового, белого, такого бордового, оранжевого. А летом он не сильно, я бы сказала, пестрый, из-за того, что листва салатовая с белым. Вот такой. Хотя я, конечно, пестрые сорта не очень люблю в своем саду, пестрые растения. Но вот Наташа я весной покупала, и он такой красивый был.
Вот если будете в сад выбирать, в питомнике именно весной постарайтесь зайти и посмотреть на молодое растение. Розовый с белым, такие рисочки по листикам. Ну и весной, и осенью он красив, этот сорт. И хорошо, что небольшой, более-менее компактный. Нарастает достаточно быстро. Сантиметров 10 за сезон. Ну и следующий колоновидный, опять же барбарис, пау-вау. Посажено 2 кустика, где идет террасирование, 2 ступеньки из-за того, что у нас участок понижается. Я рассказывала сделанные ступеньки. И вот тут как акцент будет колоновидный барбарис. Весь сезон он темно-зеленый лист, а вот осенью играет красками. Такой красивый он буквально 2-3 недели, когда перепады температур начинаются. Заявлено, что высота у него будет 1,5 метра, но я скажу вам, что он у меня очень медленно нарастает, очень. Один, что более в тени, видите, левый, он темнее, и лист у него, и окрашивается чуть позже. Как все барбарисы, желто-оранжевый, темно-зеленый. Из-за того, что ветви вертикально вверх, игра красок смотрится лучше. А весь сезон он вначале салатовый, а потом такой лист зеленый. Этот сорт достаточно светолюбив, но, как и все барбарисы, может расти немножко в полутени. Но тогда не ждите яркого цвета. Все барбарисы, в принципе, почвы выносят слабо кислые, слабо щелочные, такие нейтральные, довольно неприхотливые растения, но которые нуждаются все-таки в обработке. В конце я вам расскажу негативный свой опыт про барбарисы, как я учудила с ними. Такие красивые. Играют листья в цвете на контрасте с хвойными. Имейте это в виду, когда будете высаживать свои барбарисы. На фоне зеленого или вот как у меня кипарисовики, лист играет красками ярче. Ну что, теперь про карликовые свои. Есть у меня клумба возле лавочки, где посажены карликовые сорта. Это барбарис богатель. Медленно растущий, такая маленькая круглая, маленький круглый шарик. Такой у него темно-бордовый лист багряный, такой с отливом. В центре кустика, где солнце меньше попадает, лист темно-зеленый. Летом он вообще такой медный. А сейчас уже стал менять цвет. Это съемки. Тут все барбарисы я снимала в октябре. И вот буквально вчера, в начале ноября. Очень медленно растет. Этому сорту у меня 2 сезона. И вот он почти не нарос. Если мы посмотрим с Nano Gracilis, хвойным моим кипарисовиком, хвойным растением, он даже меньше нарастает, чем Nano Gracilis. Если есть вам с чем сравнить, вы поймете, что рост карликовых, но не всех. Вот растет Golden Horizon, про него я расскажу. Тот как бы даже быстрее, разная скорость роста. Украшает эту хвойную клумбу эти барбарисы. Ну, жду, когда он подрастет. Скажем так, по цвету листвы он мне нравится. Опадает листва поздно у него. У некоторых уже ничего нету, а он еще стоит такой красный шарик. На фоне коники красиво смотрится. Нарастает, как я сказала, медленно. Округлый, низкорослый. Вот такой барбарисик. Ну,
Ну и еще в этой хвойной композиции, как вы знаете, хвойные композиции обязательно надо разбавлять какими-то лиственными кустарниками или цветами, или растениями, тогда она более эффектно смотрится, чем насажать отдельно только хвойные. Поэтому у меня тут посажены барбарисы карликовые. Так вот, барбарис Golden Horizon, который мы сейчас видим, золотой горизонт, посажен был тут 3 года назад. И надо сказать, что совсем мне не понравился. Он какой-то был грязно-желтый лист у него в первый сезон. И не нарос, во-первых, он совершенно. Но тут компания нескольких карликов. Я вам расскажу про еще один. Так вот, этот Golden Horizon не впечатлил. Это медленно растущий сорт. Высота взрослого будет где-то 30-40 сантиметров в высоту, а по ширине 60. Кстати, я вам не сказала размеры богателя. Он будет всего 40 сантиметров в высоту и в ширину, шарик. Так вот, этот, оказывается, Golden Horizon. Вот такой он красивый, когда с ним все в порядке. Лимонный, яркий, такой красочный сорт. Вот он у меня спустя, наверное, 1,5, даже 2, через сезон показал себя таким красавчиком. Яркий лист, лимонный, красивущий. В общем, не смотрите по барбарису в первый сезон, особенно по карликам. Может быть, что-то я в уходе упустила, что он первый год у меня такой был заморыш, даже честно скажу. У него такие длинноватые листики с закругленной верхушечкой, как монетки. А так он выглядит вот в октябре. Эта съемка была. Лист немножко меняет на оранжеватый, но полностью он красками не играет, как, допустим, пау-вау или какой-то. Немножко вот это отдельные веточки так поменяли, а потом он опадает. По формировке я его просто пристригаю шариком. Его можно, конечно, по форме и меньше держать по объему. Но мне тут надо закрыть пустоты земли возле коники, поэтому я ему даю возможность пока расти. Видите, отдельные веточки так как бы стреляют у него. Этот барбарис, более эффектный вид, имеет все же в начале сезона, когда он лимонного цвета, еще до распускания гортензии. Он тут как яркое пятно прямо на этой клумбе. Но сейчас, конечно, когда уже все опадает, все темно-зеленое такое, он тоже выделяется. Так, тут проверка пришла у нас. А это неделю до этого съемка была, он был более зеленый. Видите, как быстро поменял цвет. Стало холоднее, и он поменял цвет. Ну, на этой клумбе еще один карлик, про который я обещала вам рассказать. Это Barbaris Admiration. Листопадный, карликовый, очень плотный кустик. Веточки настолько близко друг к другу, что там ствола как такового и не видно. Где-то до 80 сантиметров должен вырасти, немножко больше богателя. Растет у меня 2 года, вот так нарос, медленно. Он получается до 5 сантиметров в высоту, в ширину, как все карликовые барбарисы, немножко быстрее, до 8-10 объем набирает сантиметров. Конечно, тоже любит солнышко. У него отличительная особенность, такая же, как у Golden Ring, кайма по листику. Не такая яркая, но видна она. Видите, уже даже осень, а эта кайма осталась. Это отличительный признак Admiration. Когда будете в питомнике, обращайте на это внимание. Они карлики все друг на друга похожи. Вот так он поменял цвет осенью. Видите, летом он более зеленый, такой немножко с отливом медным, а сейчас играет красками. Вот он,
красновато, в центре зеленый, и когда он летом, кайма видна лучше. Сейчас уже более смазанные краски, но появились оранжевые и желтые. У него тоже плоды малюсенькие, ягодки, но не так много, как вот у колоновидного барбариса, как у Наташи. Плодов мало. Ну или, может быть, это потому, что у меня еще кустики молодые, поэтому там толком ничего и не видно. Ну а сейчас расскажу про красавчика Rose Glow. Бордовый, раскидистый, средневысокий, я бы сказала, до 2 метров, 1,5. Немножко напоминает барбарис Арлекин, если есть. Но цвет более как смазанный. Вот эта пестрота, как у Арлекина, у Rose Glow совершенно не видна. У него несколько основных ветвей, такая форма куста раскидистая, но идут основные ветви, остальные более по сторонам. Пурпурный, темный, и смотрите, белая каемка. Сейчас она уже стала, не каемка, а пестрые рисочки по листику. Сейчас эти разводы такие слились с цветом листа, а весной они белые, красивые. Пестрота ярче выражена, а потом так смазывается. И опять же, как я говорила, на фоне хвойных. У меня посажены вот инверса, и сбоку от него посажены скайрокеты. Поэтому, я думаю, будет на контрасте цвета голубой с бордовым, это классическое сочетание, и темно-зеленый. Вот в центре куста немного видна его красивая окраска листа, где на солнышке она краснеет, а в центре, где спрятаны эти листики, она белая. Этим сортом очень довольна, но связываю и формирую его все-таки вверх, чтобы он шел, чтобы не занял мне тут очень много пространства. Ну и один из любимчиков барбарисов, я тут в кадр попала вместе с хвостиками своими, это барбарис Red Jewel. Очень довольна этим сортом. Этот сорт был награжден серебряной медалью даже на выставке международной в Варшаве в 2005 году. Сорт полувечно зеленый. Сейчас расскажу, почему. Полувечно зеленый — это сорт, который часть листвы сбрасывает на зиму, а часть оставляет. Если зимы мягкие, часть листьев украшают куст всю зиму. А если сильно холодно, облетают и они. А весной нарастают новые. Этот сорт отличается глянцевым, миндалевидным таким листом. Но очень колюч. Колючки самые большие из всех моих барбарисов, как шипы. Видны он по кусту. Надо с ним быть очень осторожно при обрезке. Я обрезаю в крагах, которых розы обрезала, и даже он протыкает больше шипы, чем у роз. Первые года, он уже 4 года у меня, я эту аллею наблюдала за ней, но она медленно росла, медленно. Сорт рос средне, быстро растущий, не очень быстро. Но понравился мне, и я в эту аллею из 6 добавила еще вот там в конце 2 кустика. Шарообразная форма у него, но красив, конечно же, своим невероятным цветом листвы, блеском. Ничем не обрабатывается для блеска, ничего, у него такой лист и есть. Высота его будет где-то 1,5 на метр, но мне кажется больше, потому что вот 4 года, и он уже где-то 1,60 м у меня, что в высоту, что в ширину. Как я его формирую? Обрезаю, опять же, нижние ветви, чтобы совсем по земле не стелился, тем более, что у меня тут
гортензии посажены с ним в ряд. Ну и последний барбарис, о котором хотела рассказать сегодня, это Green Carpet сорт. Подушковидный, раскидистая крона у него, отдельные ветви как бы в разные стороны стреляют, листочки такие округлые, как монетки. Green Carpet – это зеленый ковер, то есть он весь сезон зеленый. Вот такие красивые листики, как нанизаны на веточку. Я его формирую, опять же, обрезкой, пытаясь сдерживать, чтобы он мне более округлый был, и закрывал ноги у роз. Тут высокие розы посажены Роберто Капуччи, и надо чем-то прикрыть. Я прикрыла можжевельниками средними и вот Green Carpet. У него, кстати, есть брат Golden Carpet, он весь сезон такого лимонно-желтого цвета. Но мне надо было зеленое сюда, какая-то цветовая гамма, поэтому я выбрала его. Осенью он вначале становится таким вот бордовым, постепенно меняет цвет, а потом появляются все оттенки желтого-оранжевого. Засуха и жара устойчивы. Вообще все барбарисы, забыла сказать, совершенно не требовательны к почвам. И слабокислые, щелочные, я, по-моему, сказала, когда про Пау-Вау рассказывала. Хотя у меня тут проложена капельная трубка для роз, но немножко далеко от него. Им хватает. Даже этим жарким летом они совершенно у меня не пострадали. Любит солнышко, у него ярче зелень на листе, но может и полутень выдерживать. Выглядит вот так этот сорт. Видите, как-то ветки, как в разные стороны, растопыренные веточки. Самое позже всех меняет свою окраску. Немножко подушковидная форма у него. По формировке сказала. Вот что хотела сказать я вам про все барбарисы. Барбарисы, как и все листопадные кустарники, надо обрабатывать от вредителей и болезней. Я почему-то на это не обратила внимания, думала, барбарисы растут где хотят, везде и без проблем. И у меня барбарис Red Jewel позапрошлом году, как-то я его только весной обработала и решила, все, больше не буду, он блестящий, красивый, как итог. В конце августа у меня стал засыхать, опадать лист. Вот вы иногда спрашивали у меня, что такое с барбарисом. От болезней надо было фунгицидом обрабатывать, и не было бы проблем. Не забывайте об этом. У нас вот такой ветер сегодня, лиственница красиво на арке. Колышется прямо длинные ветви уже. Про обработки от вредителей и болезней барбарисов не забывайте. Еще хочу сказать, что следующее видео будет ответы на ваши вопросы в видеоформате. Выберу самые интересные, самые часто повторяемые и буду отвечать, прогуливаясь по саду, показывая вам растения свои. Поэтому жду ваших вопросов. Всего хорошего. Увидимся очень скоро.